Здравствуйте! Есть у меня шлифовальная машинка, я о ней как-то рассказывал уже в обзоре. И всем она меня устраивает, но все равно хочется чего-то стационарного, чтобы можно было удобно включить, удобно поработать, чтобы это был высокопроизводительный станок, чтобы поменьше возле него стоять, делать все быстро, и чтобы не было пыли от него. Идею посмотрел где-то в интернетах, подобные станки уже делают, и я поставил перед собой задачу сделать этот станок максимально простым. Из того, что у меня есть под рукой, это болгарка и несколько листов ЛДСП, обрезка, чтобы можно было в любой момент открутить болгарку и пользоваться ей, например, для брошировки или для других задач. И если что, можно опять вставить этот в станок и быстро и удобно шлифовать. Понятно, что на будущее я буду делать отдельный станок. Это будет на отдельном движке, это будет, наверное, большего радиуса рабочая поверхность. Но у меня пока нет ни опыта, ни двигателя для этого станка, так что буду делать станок из того, что у меня есть. Примерный план действий я уже знал заранее. Единственное, у меня были вопросы по размерам. Но такой конструкции плюс-минус полсантиметра ничего не решает. Так что с размерами я определился очень быстро. Корпус у этого шлифовального станка будет, можно сказать, миниатюрный. Сам процесс изготовления этого станка я предвкушал уже давно, перед тем, как еще купить свой распиловочный станок и сделать к нему каретку. И когда я начал напиливать детали на каретке, может быть, это смешно будет, но по-настоящему кайфанул от того, что можно сделать две совершенно одинаковые заготовки, а распилить два совершенно одинаковых кусочка ЛДСП. Это просто кайф. В общем, не зря я купил станок, не зря я сделал каретку. Раскроить листовой материал оказалось очень просто, быстро и удобно. Простота этого станка не подразумевает изменение угла шлифовки. Столешница этого станка, рабочая поверхность, она будет всегда под углом 90 градусов. И, конечно, в будущем станке я сделаю эту столешницу регулируемую под углом, чтобы можно было ее поставить. Но сейчас, вот как я и говорил, мне нужно добиться двух вещей: удобства работы и простоты изготовления. Основной каркас станка я решаю собрать на конферматы только потому, что это очень прочное соединение. Но тут прямота моих рук все равно накосячила, и я под два конфермата просверлил отверстие под углом, и они вылезли наружу. Не стал менять эту деталь, пусть будет у меня всегда на глазах, пока это работает этот станок, будет напоминать о том, что сверло надо держать под прямым углом. Станок мой будет стоять на плите, чтобы можно было ее при желании прикрутить саморезами к столешнице или по-быстренькому зажать струбцинами, прижать ее к верстаку и спокойно подшлифовать.
Чтобы болгарку можно было быстро снимать, чтобы был доступ к барашку, который держит болгарку, решил большой коронкой сделать в днище большое отверстие, чтобы был удобный доступ, чтобы можно было закрутить и открутить болгарку. Вся конструкция закрытая. На тыльной стороне я сверлю сверлом Форстнера отверстие под пылесос. В принципе, вся конструкция способствует хорошему отведению пыли. Нижнее отверстие большое, оно будет прикрываться столом, и при желании, если там скопится пыль, ее можно будет быстренько собрать пылесосом. Решил прикрутить еще одну планку, потому что шлифовальный диск на треть меньше, чем ширина станка. И вот это свободное пространство, я подумал, что из-за того, что щель не занята диском, мощность всасывания пыли может снизиться. Я решил выпилить дополнительную планку, прикрутить ее саморезами. Конечно, можно было это предусмотреть заранее, можно было распилить более сложную форму столешницы. Я почему-то сделал именно так. Не очень эстетично, но я думаю, что более практично. Во время тестовой сборки станка обнаружил один недостаток. Болгарка крепится только на один болт и от вибрации слегка вращается. Я решаю сделать небольшое приспособление, чтобы зафиксировать болгарку, чтобы она не вращалась вокруг оси вот этого крепежного болта. Долго не думал, решил сделать в виде рогатки, просверлил два отверстия сверлом Форстнера и выпилил остатки лобзиком. Да, вид у станка получился достаточно забавный. Я думаю, трудовик в школе поставил бы, наверное, твердую тройку за внешний вид станка. Но попробовав скруглить сосновый брусок, станок съедал этот брусок практически мгновенно. То есть производительность была на ура. Жаль, что у меня в болгарке нет регулировки оборотов. Можно было бы их снизить и тем самым регулировать интенсивность обработки. Но вот что есть, то есть. Просто нужно будет приноровиться, делать аккуратные движения, чтобы не снять лишнего. Станком я очень доволен. У меня впереди пара проектов, где он просто будет необходим. Он мне сэкономит кучу времени. Я знаю, что будут смотреть специалисты и рукастые ребята это видео. Будет здорово, если мне подскажете, какие тут я критичные ошибки совершил. И самое главное, какой мне станок собирать на будущее уже, который будет постоянно стоять в мастерской. Каким он должен быть. Какой оптимальный диаметр диска должен быть. Вот я смотрю, многие приклеивают на клей. Почему именно так нужно делать? Вот я пока вот не разобрался, не понял. Будет здорово, если объясните. В общем, как всегда, очень рад всем советам. Пишите в комментариях. Пока.